Ciao a tutti! Меня зовут Джессика Стэн и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поговорить о двухнедельной тренировке с Хлоей Тинг. Я как-то прошла мимо этой шумихи аж на 2 года и, как увидела, решила тоже повторить. И поверьте мне, результаты вас удивят. Досмотрите видео до конца. Я не очень люблю тренировки на выносливость, но для меня эта тренировка именно такая, хоть она и длится 10 минут, но там довольно тяжелые упражнения мешаются с более легкими. И так как у меня есть сколиоз, некоторые упражнения я делала не так, как нужно, а спина болела. Спина болела особенно в первые дни. Первый день я вообще одурела, я думаю, господи, что будет дальше? То есть первые 3 дня это такой эффект, когда очень тяжело заниматься, и ты думаешь, а не бросить ли мне все это, зачем я вообще все это начала, как это вообще девчонки делают, потому что я думала, что это очень легко, ну реально. Я думала, что там, ну что, я 7 лет в акробатике, 3 года была в плавании, но это было, да, в подростковом возрасте. Я подумала, что так как у меня телосложение уже как-то сформировалось более спортивное, мне будет не очень тяжело. Но, девочки, я была в шоке. Первые 3 дня. Кстати, вот что я поняла на второй день. Я вчера делала это после йоги, это было во второй половине дня, начинала. Сегодня же я начала утром, и намного легче тренировка была, чем вчера. Тем не менее, все равно тяжелая, но легче, чем вчера. Вчера прям я вообще умерла. Я действительно проклинала эту затею, но я, конечно, понимала, что так как я снимаю видео, начало уже положено, и я должна дойти до конца. Поэтому, девчонки, если вы еще не делали этот марафон, снимайте тоже видео, выставляйте его. Это такая мотивация, когда вы начинаете, чтобы перед кем-то отчитаться и не сливаетесь. 4, 5, 6 дни были довольно простыми, по крайней мере так казалось после первых 3. Я делала упражнения с большей легкостью, но я также давала себе передохать, и, конечно же, я уставала. Эти упражнения далеко не легкие, и даже в самые последние дни я не делала все идеально. Появилась привычка, мое утро стало начинаться только так. Если я вдруг утром не успевала, это было всего лишь 2 раза за 14 дней, я занималась вечером. Но я ни в коем случае не переносила и не ставила эти тренировки на паузу, потому что мне хотелось увидеть результат. Уже 7, 8, 9 дни, я их не помню, честно, они как в тумане. Да, усталость была каждый раз от спорта. Иногда болела спина, иногда спина не болела, иногда где-то я могла лентяйничать. То есть, например, если я понимаю, что я очень устала, остается еще 5-6 секунд, я, если в первые дни доделывала, то в последние дни я такая... Вот. Но стоит отметить, что на 9 и 10 дни, ближе к концу уже марафона, я видела еще больше стимул, что я неужели уже столько прошла. На 13 и 14 дни я занималась так же усердно, как в первую неделю. То есть это был какой-то дикий прилив сил, мне хотелось закончить, мне хотелось поскорее увидеть результаты. Я понимала, что чем больше я некачественно делаю упражнения, тем меньше я увижу результат. Давайте наконец посмотрим, как я занималась эти 14 дней и какой у меня результат. 15 января, когда я начала эту тренировку, мой охват живота составлял 82 сантиметра. После окончания 81. То есть минус 1 сантиметр. Это, конечно, результат, но, честно, я расстроена. Я думала, что будет больше. Давайте перейдем к талии. С талией, кстати, дела обстоят намного лучше. 15 января охват моей талии был 69 сантиметров, а 28 января 67. Минус. Ну, если там, у меня просто отмечено, что 69-70 у меня было в начале, то 2-3 сантиметра разница, это очень приятно. Потому что я увидела результат, я вижу, что у меня как будто немножко подсушился животик. Тем не менее, конечно, он еще есть, и я продолжу заниматься, но не в таком диком темпе. Я буду выбирать только те упражнения, которые мне понравились. Возможно, буду заменять вот эти кардио вставки какими-то другими, более приятными для меня упражнениями, но планка... Я когда-то делала ее, просто планку, без поднятия ног, и мне было хорошо. Вот... буду делать так, потому что когда ты на износе делаешь планки, руки просто умирают. Девчонки, как вам результат? Напишите, кто тоже занимался с Хлоей Тинг. Я вас целую, спасибо за просмотр этого видео.
Ариведерчи, чао!